Всем привет! В этом видео мы расскажем вам о нашем небольшом путешествии в Неаполь. Дорога из Варшавы до аэропорта Модлин, откуда мы вылетали, заняла примерно полчаса. На дороге нас развлекал такси с разными интересными теориями заговора. Аэропорт Модлин в Варшаве является базой лоукостера Ryanair. Добраться до него можно разными способами. Самое удобное – это, конечно, на такси. Также из Варшавы ходит прямой автобус в аэропорт, и как-то раз мы добирались туда на электричках. Все необходимые ковидные тесты вы можете сделать в аэропорту, но лучше, конечно, заранее. Наш самолет опаздывает на час. Он пока еще недавно вылетел из Неаполя, еще пока не прилетел даже сюда. А мы зато уже здесь. Мы ждем. Такой маленький аэропорт, смотрите, сколько народу. Интересная ситуация, что при посадке, в общем-то, не проверяют ни сертификаты о вакцинировании, ни тесты пока. Возможно, это проверят в аэропорту прилета. Очень-очень приятно заходить в самолет холодной осенью, а выходить теплым летом. Слово сказать, в аэропорту прилета никаких сертификатов и тестов мы тоже никому не показывали. Но это не факт, что их не спросят у вас. До центра города, до площади Гарибальди, вы можете добраться пешком за 50 минут, либо уехать на такси, либо на шаттл-басе за 5 евро с человека, либо на городском транспорте, на котором вы будете ехать еще дольше, чем идти пешком, и вечером он перестает ходить. Из-за позднего прилета нужный нам автобус, к сожалению, уже не ходил. И мы пошли пешком. К сожалению, мы сразу не стали снимать, так как боялись вытаскивать камеры из-за дурацких отзывов в интернете про страшный Неаполь. Поэтому мусорную улицу мы, к сожалению, не успели зафиксировать. Соседняя улица оказалась, наверное, самой грязной улицей в Неаполе, что особенно приятно, наверное, только что приехавшим. Она реально была вся засыпана мусором. Я такого больше не встречала в Неаполе ни разу потом. Вот это вот видео, которое, где мы сейчас идем, это вот нормальные жилые кварталы, которые между аэропортом и площадью Гарибальди. Площадь Гарибальди – это центральный вокзал Неаполя. Считается одним из самых криминальных мест города. Здесь большой выбор отелей и хорошие цены. На одну ночь отель «Идеал», который находится прямо на вокзале, его легко найти. Регистрация 24 часа, рядом большой магазин и куча ресторанов. Трудно было выбрать отель, потому что очень часто в Неаполе предлагается двухместное размещение на троих. Здесь у нас полноценный трехместный номер со свеженьким ремонтом и выходом на балкон. Типичный старый неаполитанский дом – это такой двор-колодец с толстенными стенами, узкими высокими окнами. Внизу такой милый такой дворик, обычно он украшен всякой зеленью. Ну и на балконах, конечно же, висят разноцветное белье. теперь приятный итальянский бонус.
в виде завтрака в стиле Дольче Вита. Первые впечатления с утра, конечно, гораздо приятнее, чем вечером. Во-первых, сразу видно красивую архитектуру города. Да, она слегка запущена, но это не мешает. На улицах я не вижу никакого особого мусора, в общем-то, обычная городская улица. Видно, что старые входы, смотрите, какие высокие. Потихоньку город оживает, открываются магазины. Местных сразу видно, им холодно, они ходят в куртках. А туристы такие, как мы, ходят в футболках, нам тепло. Встречаются на улице такие динозавры, как телефон-автомат. Наверное, специально для туристов, у которых украли сотовый. Этим неаполитанским домам по несколько сотен лет. Они пережили и Вторую мировую войну, и землетрясение, и извержение вулкана, и еще много чего переживут. Впечатляют, конечно, огромные толстенные стены, высоченные своды. Вот. В некоторых домах есть такие старинные лифты. Раньше строили, конечно, на века, не то что сейчас. Заметной проблемой является проблема парковки. Очень часто машины стоят на тротуаре, и очень сложно их обходить, и люди ходят прямо по проезжей части. Пешеходные переходы, такое впечатление, что нарисованы для галочки. То есть особо никто никому не уступает. Магазин по продаже конопли. Стоит автомат. Я так понимаю, что продает только итальянцам и людям из Великобритании. Вот расценочки. Пока особо ничего нам не понятно с Неаполем. Вот. А нам нужно же идти в отель выселяться. У нас сегодня по плану еще съездить на Везувий и переезд в Соренто. Дополнительную информацию будем размещать под видео. И расскажем про город более подробно. Он того стоит. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Вот площадь Гарибальди днем. Среди этой площади находится такая современная яма, из которой можно попасть в метро, и в которой можно закупиться, если вы еще этого не успели сделать. Там множество всяких разных современных бутиков.